Привет, дорогие! Сегодня с вами Зухра. И готовить мы будем, я даже не знаю, как это назвать. Возможно, картофельно-куриная запеканка или картофельно-куриный пирог. Но суть в том, что это очень простое, вкусное и сытное блюдо. И готовить будем два варианта сегодня. Один простенький, недорогой. Второй тоже простенький, но чуть-чуть подороже. Для первого варианта нам понадобится только куриная окорочка, картофель, яйца, лук, соль и перец. Все. Второй вариант немножечко посложнее. Не посложнее, вообще не сложный. Он просто добавлю туда, еще у меня завалялись жареные грибочки. Добавлю сыр и петрушку. Все. Окорочка я отварила заранее, без кожи и жира. Отбираем мясо с костей. Теперь все это обобранное мясо нужно смолоть на мясорубке. Так, все, с мясом закончили. Переходим к картошке. Ее тоже нужно смолоть на мясорубке. Тут сейчас остатки фарша вылезли перед картошечкой. Мы сейчас немножко картошечки там будет, ничего страшного, мы это отправим в фарш. Картофель был заранее отварен в мундирах. Все, мясорубка нам больше не понадобится. С картошкой покончено. Насчет пропорций. Здесь пропорции дело хозяйское. Я, допустим, взяла, сварила кастрюльку картошки, где-то килограмма 3, 6 окорочков отварила. На 3 килограмма мне где-то 3 яйца понадобится. В принципе, можете брать больше, меньше, варьировать, как вы хотите. Без разницы, как вам больше нравится. Так, сейчас нам нужно порезать лук. Лук режем меленьким кубиком. У меня и лук-то меленький в этот раз попался. Ну, ничего. Выпрыгивает из рук прямо. Так, все, лук порезали, отставляем в сторону. Сразу порежу петрушечку, чтобы потом не перескакивать. В общем, сразу все подготовлю, потом будем продолжать. Так, осталось натереть сыр, и все, наши приготовления будут закончены, потому что грибочки у меня завалялись жареные в морозилке, я их разморозила. Так, осталось пожарить лук мне, потому что грибы у меня уже жареные есть, как я сказала, они у меня завалялись в морозилке, я просто на друшлаг их кинула, сцедила жидкость с них. И все. Но если у вас нет грибов, просто делайте без грибов. Так, все. Наливаем в сковородку немножечко масла для обжарки лука. И все. Сейчас разогреется. Да, и пока у меня разогревается сковородка, у вас есть время поставить лайк, поделиться, комментарий написать. Сковородка разогрелась, отправляем на нее лук. Лука тоже берите сколько вы хотите, как вам нравится. Я вообще всегда эти запеканки делаю из чего попало. Все, что под руку попадет, то туда и напихиваю. Ну, лучка я люблю побольше. Вот смотрите, на среднем огне обжариваем лучок, не зажариваем его прям до черноты. Вот так вот он хорошенько уже готов, немножко поджарился, такой чуть-чуть желтенький. И в принципе достаточно. Вот он не пережаренный, но он абсолютно готов, полностью готов. Так, все, с луком закончили. Сейчас лук отправим
в наши смолотый фарш окорочка. Так, ну, окорочка у меня, когда варились, были хорошо посолены, а вот перчика я добавлю. Перца, опять же, на свой вкус. Кто любит побольше, кто любит поменьше. Все субъективно. Все, и все это вмешиваем в фарш. Вот в такой. Вот так вот. Все. Так, пока отставляем в сторону и будем заниматься картошкой. Картошка варилась в мундирах, поэтому она не соленая. Нужно ее посолить. Так, отправляем туда 3 яйца. Хорошо перемешиваем. Я возьму вот такие формы для запекания. Как раз помещаются на противень. Раздвижную можно будет с запеканки снять. И вот такие у меня есть керамические. Начнем с простого варианта и с раздвижной формы. Смажем дно и стеночки вот так вот маслом растительным. Выкладываем пюре. Делаем бортики. Выкладываем мясо. Хорошо утрамбовываем ложкой. Сверху снова выкладываем картофель. Приступаем ко второму варианту. В мясо добавим грибы, петрушку, сыр. Перемешаем. Я добавлю перца. Хоть из керамических форм запеканку и не вытащить, я их тоже смажу растительным маслом. Заполняем пюре, формируя бортики. Выкладываем начинку. Одну запеканку я оставлю так, а на вторую сверху выложу пюре. Обязательно нужно притрамбовывать начинку. Так, все. Формы наши заполнили. Как раз поместилось все в 3 вот таких формы. Они как раз у меня поместятся за один раз в духовку. Вот так вот. Ставим в духовку, прогретую до 160 градусов. Минут через 15 вынимаем. Так вот. Смазываем яйцом взболтанным с небольшим количеством воды или молока, чтобы запеканки были красивые, подрумяненные. На открытую еще добавим сыра. Все, и отправляем снова в духовку. Добавляем температуру до 180 градусов. И когда подрумянится, извлекаем. Вот так вот. Вот и готовы наши запеканки или пироги. Как хотите, так и называйте. Вот этот вот большой из формы вытаскивать, пока он не подостынет, нельзя, потому что он весь вот так вот разъедется. Он должен немножечко остыть. Не немножечко, так хорошенько остыть.
чтобы был тепленьким. Потом можно снимать. Вот. Этот вообще не стоит из формы вытаскивать, его можно прям так кушать. Можно было сделать вот в таких порционных формах. Мне просто не захотелось возиться, поэтому я взяла форму побольше. Вот этот с такой же начинкой, только сверху накрытый картошечкой. Попробую. Хуман будешь? Давай. Вкусно. Классно. Очень вкусно получилось. Мне оставь. Ты же уже попробовал. Мало. Приятного аппетита! Готовьте вместе с нами, делитесь нашими рецептами со своими друзьями. И не забывайте ставить нам лайки и писать комментарии.